В 2012 году Дэйв Крупа начал встречаться с двумя женщинами – Кари Фарвер и Лиз Голяр. Несмотря на то, что никто не искал серьезных отношений, все в конечном итоге превратилось в запутанную историю о преследовании, поджоге и убийстве. В течение следующих 4 лет Дэйв стал мишенью сталкера. Он получил более 18 тысяч запугивающих электронных писем и около 50 тысяч текстовых сообщений. Дэйв Крупа был рожден 23 января 1981 года в любящей семье с 2 сестрами. Он увлекался автомобилями и мотоциклами в юном возрасте и научился ремонтировать их от своего отца, который был механиком. В 2000 году, когда Дэйву было 19 лет, во время работы на стоянке грузовиков, он познакомился с Эми Флора. Они прожили вместе около 10 лет. У них родились сын и дочь, но начали отдаляться друг от друга после того, как их рабочие графики перестали совпадать, что привело к их расставанию. Флора вернулась в свой родной город Омаху с детьми, и Дэйв тоже переехал из Висконсина в Небраску, чтобы быть ближе к своим детям. Вскоре он устроился на работу механиком и увлекся онлайн-знакомствами, но не искал ничего серьезного. Так он познакомился с 42-летней Шанной Лиз Голяр, домработницей, которая также недавно развелась и осталась с 2 детьми, близких по возрасту к детям Дэйва. Она казалась ему очень крутой, приземленной, улыбчивой, энергичной, в общем, полной жизни. Лиз Голяр владела клининговой компанией и имела много домашних животных. Оба разделяли страсть к мотоциклам, музыке хэви-метал и научно-фантастическим фильмам. Их первое свидание прошло хорошо, и они начали регулярно встречаться в центре Омахи. Это было идеальное сочетание. У меня было свое личное пространство, но рядом был кто-то, кто хотел поболтать и потусоваться, сказал Дэйв. Это было именно то, что мне нужно было в тот период жизни. Уже на первом свидании Дэйв ясно дал понять Лиз, что абсолютно не собирается связывать себя узами брака. По словам Дэйва, они встречались около 6 месяцев с Голяр, пока 37-летняя Кари Фарвер, программист по профессии, клиент автомастерской, где он работал, не приняла его приглашение выпить с ним, и он решил расстаться с Лиз Голяр. В ночь первого свидания 13 ноября 2012 года, когда Дэйв Крупа и Кари Фарвер возвращались в его квартиру после бара, мимо прошла Лиз Голяр, которая решила забрать свои вещи из квартиры Дэйва без предупреждения. Уходя на работу около 6:30 утра, Дэйв Крупа попрощался с Кари, которая планировала уйти на работу после. Они встречались уже 2 недели, и оба договорились, что никто не будет настаивать на серьезных отношениях. Позже, тем же утром, Дэйв получил от нее текстовое сообщение. «Ты хочешь жить вместе?» Это стало сюрпризом для него. «Я подумал, какого черта?» – вспоминает 47-летний Крупа. «Я был занят на работе и написал короткий ответ «нет». Это, по-видимому, взбесило Фарвер, которая ответила: «Я ненавижу тебя, ты разрушил мою жизнь. Я больше никогда не хочу тебя видеть». Все утро Дэйву приходили все новые и новые сообщения, одно ужаснее другого. С одной стороны, Дэйв был раздражен, но в то же время испытывал облегчение от того, что так быстро обнаружил, что Фарвер не подходит ему. Когда он вернулся домой, Кари Фарвер и все ее вещи исчезли из квартиры. В течение нескольких дней он получал угрожающие сообщения от Фарвер. В то же самое время, когда Кари начала преследовать Дэйва, мать Фарвер, Нэнси Рейни, получила сообщение от Кари, в котором говорилось, что она получила новую работу в Канзасе и оставит своего сына Макса с ней. Рейни сообщила о пропаже Фарвер, так как не видела ее с 13 ноября 2012 года. Следователи, расследующие исчезновение Фарвер, отметили, что у Кари была диагностирована депрессия и биполярное расстройство, и сначала объяснили ее исчезновение результатом кризиса психического здоровья. Но Фарвер не прекратила преследовать Дэйва, постоянно названивая ему на работу и домой. Вскоре Лиз Голяр, с которой Дэйв возобновил общение, также стала получать пугающие сообщения. Однажды, субботним вечером, они находились вдвоем в баре, когда на их телефоны начали поступать сообщения с угрозами от Кари. Сообщения были такого характера: «Я заставлю тебя заплатить за то, что ты встречаешься с кем-то другим. Моя жизненная миссия – разрушить и уничтожить тебя. Я наблюдаю за тобой все время и клянусь, никогда больше не позволю тебе быть с кем-то другим». В других текстовых сообщениях говорилось: «Твоя жизнь будет разрушена. Ты заплатишь за свою неверность.
Я никогда не уйду. Я буду преследовать тебя. И я уничтожу твою жизнь и заберу твое счастье. Может быть, если я причиню тебе боль, все изменится». Дэйв получал от 30 до 40 текстовых сообщений и более 100 электронных писем ежедневно с разных номеров и псевдонимов. «Я мог сказать, что все они были от Кари, потому что все слова были одинаковыми», — сказал он. В некоторых письмах содержались конкретные сведения о клиентах, с которыми он общался за пределами своего рабочего места. Преследование усилилось, и целью стали не только Крупа и Галяр, но и его бывшая жена Флора и их дети. Флора не позволяла детям навещать отца в его квартире, заставляя его приходить к ней домой из-за страха за их безопасность. В какой-то момент Галяр позвонила Дэйву на работу и сказала, что одно из ее окон было разбито, стены разгромлены, а одежда заколота и порезана ножом, как при убийстве. У детектива была вероятная причина арестовать Фарвер по делу о преследовании, но они не смогли ее найти. Дэйв начал пить, чтобы снять напряжение во время преследования, объяснив: «Я был на пути к психическому срыву. Паранойя – это твоя жизнь. Вы все время думаете о том, что если...» Иногда было трудно понять, что реально, а что лишь воображение. В августе 2013 года дом Галяр сгорел вместе со всеми ее домашними животными и имуществом, хотя ее и ее детей в тот момент не было дома. Детективы подозревали, что за поджогом стоит Фарвер. После пожара Галяр переехала и не сказала Дэйву куда. Это было сделано для того, чтобы защитить себя от Фарвер. «Я потерял своего партнера, единственного человека, который понимал, через что я прохожу. Единственное, что можно было сделать, это собрать вещи и переехать. Я сменил телефон и устроился на новую работу. Хотел начать новую жизнь вдали от Кари, но в глубине души я знал, что она все еще там. Я чувствовал, что это только вопрос времени, когда кто-то пострадает по-настоящему», — сказал Крупа. В конце концов, Дэйв создал профиль на новом сайте знакомств, но его мучительница нашла его и продолжила преследование его семьи. Полиция не могла точно определить источник сообщений, несмотря на то, что из текстов было ясно, что человек, отправляющий их, находится в поле зрения Дэйва, Лиз Галяр, его бывшей партнерши Флоры и их двоих детей. Весной 2015 года Фарвер не видели уже более 2 лет, но она все еще преследовала Дэйва и Флору. Райан Эвис и Джим Дотти, следователи из офиса шерифа округа Потаватами в Каунсвилл-Блавс, штат Айова, начали расследование исчезновения Кари Фарвер. Они обнаружили, что дом Фарвер все еще полон ее одежды и вещей, и заметили, что ее банковские записи показывают только 2 транзакции за день до ее исчезновения в ноябре 2012 года, а затем больше не было ни одной. Это ненормально, когда взрослые просто встают и уходят, буквально не тратя денег. Никто их не видел и никто не слышал их голоса. Это просто не имело смысла, сказал следователь Райан Эвис. Обнаружив окровавленное сиденье в машине Фарвер, полиция пришла к выводу, что Кари Фарвер, скорее всего, уже давно мертва. Следователи приступили к расследованию смерти Кари Фарвер. Эвис и Дотти привлекли IT-специалиста, заместителя Тони Каву, чтобы изучить сообщения с номеров и счетов Фарвер. Тысячи сообщений были с IP-адреса дома его коллеги Тода Батербо в Каунсвилл-Блавс, штат Айова. Следователи получили ордер на обыск. Батербо рассказал, что его подруга Лиз Галяр жила с ним с тех пор, как ее дом сгорел. По шокирующему стечению обстоятельств, Галяр все это время выдавалась за Кари Фарвер. Она неустанно преследовала Крупа и его семью в течение многих лет и сожгла свой собственный дом. Хотя следователи знали, что Галяр была преступником, у них не было достаточно доказательств, чтобы немедленно арестовать ее. Но в декабре 2015 года Галяр, ничего не подозревая, помогла выдвинуть дело против себя, когда прострелила сама себе ногу и обвинила в этом Флору, которая, по ее словам, теперь тоже преследовала ее. Вооружившись множеством мародеров на обыск, следователи обнаружили коммуникационное программное обеспечение, которое позволяло Галяр скрывать свою личность в течение многих лет и заранее планировать текстовые сообщения и электронные письма, пытаясь выдать себя за Фарвер. She's a fat cow. She looks like she lost her puppy. Maybe she'll do us all a favor and kill herself. LOL. She wrote to Liz, "If you don't keep your hands and lips off my man, I will hurt you." Harry writes, "My favorite thing to do is stand outside your window and stare at you." Тело Фарвер так и не было найдено, но власти считают, что она была убита в течение нескольких дней после роковой встречи
в 2012 году в многоквартирном доме Крупа. До тех пор, каждый раз, когда всплывало имя Кари, меня буквально тошнило, говорит Дэйв. А потом узнать, что она не только не виновата, но и убита. А Лиз, человек, на которого я опирался, была ответственна за убийство Кари. Это все еще трудно понять. Через год после начала расследования в отношении Голяр власти арестовали ее по обвинению в убийстве первой степени 22 декабря 2016 года. В 2017 году власти обнаружили старую SD-карту, принадлежащую Голяр, которую Дэйв хранил на складе, и обнаружили удаленные фотографии, на которых было видно мертвое тело Фарвер, а точнее разлагающаяся нога с татуировкой, как у Кари Фарвер. После судебного разбирательства в Небраске Голяр, которая не признала себя виновной в предъявленных обвинениях, была признана виновной в убийстве Кари Фарвер и приговорена к пожизненному заключению судьей Тимоти Бёрнсом и шансов на условно-досрочное освобождение в августе 2017 года. Кари Фарвер не исчезла добровольно и не исчезла с лица земли. «Очень печально, что она была убита», — сказал Бёрнс в своем постановлении. Голяр также была признана виновной в поджоге второй степени за поджог собственного дома и приговорена к тюремному заключению сроком от 18 до 20 лет, которое она должна отбывать последовательно. Голяр все еще отбывает наказание в исправительном центре для женщин штата Небраска после безуспешной апелляции на приговор в 2018 году. Она по-прежнему настаивает на своей невиновности и считает, что настоящий убийца Фарвер остается на свободе. Тело Фарвер так и не было найдено. В настоящее время Дэйв живет в Небраске со своей девушкой Марджи Ховер. Как рассказала Ховер, шрамы от того, что пережил ее бойфренд, до сих пор остаются. Однако во время недавней поездки в Калифорнию она увидела, что он наконец начал расслабляться. Он сказал: «Мне не нужно оглядываться через плечо», — поделилась она. Тем не менее, Дэйв по-прежнему тщательно защищает свой адрес электронной почты и номер телефона. «Я чувствую себя виновным во всем этом. Много плохих вещей случилось с хорошими людьми, и все из-за серии событий, в центре которых я нахожусь», — говорит Дэйв. «У Кари, с которой я встречался, были цели. Она была улыбчивой и хотела что-то сделать. Она просто пыталась пробиться в этом мире. Я очень сожалею. Если бы я не встретил Кари, она бы не встретила Лиз, и всего этого бы не произошло», — сказал Дэйв. «Я не возражаю против просмотра фильма с ужасным поворотом, но я не хочу, чтобы это повторилось в моей жизни».